Ребят, перед началом видео всех прошу, пожалуйста, вступить в наш телеграм-чат. На 1000 участников у нас будет масштабный розыгрыш, золотые ракушки, аккаунты. Поэтому, пожалуйста, вступайте. Вся важная информация быстрее всех будет в этом чате. Здесь все собраны подарочные коды в отдельном разделе, мы постоянно их обновляем, только они появляются, там буквально в течение 5 минут после появления сразу сюда добавляется. Иногда даже инсайдерская информация, еще до анонса от разработчиков, здесь появляются подарочные коды. Если вам нужна настройка аккаунта «Максимальный урон на сервере», пишите вот в услугу продвижения. Розыгрыш у нас будет здесь дальнейшие как раз таки аккаунты, золотые ракушки, это в отдельном разделе. Во флудилке здесь тоже важная информация, ну и также на посторонние темы, игру обсуждаем и другие темы, все во флудилке. В гайдах все полезные материалы собраны, рецепты в письменном виде и так далее, просто поиск по тексту. Вопрос-ответ, ваши вопросы, мы блиц-вопрос, блиц-ответ, сразу же отвечаем. Мемчики по игре, пожалуйста, кидайте. Здесь ваше снаряжение, отправляете герои корабли, и там ребята в чате помогают вам. Тут анонсы всех обновлений. Вот, я кидаю, что я заметил нового, и разработчики, что там планируют ввести, тоже сюда перевожу на русский и кидаю. Если у вас проблема с донатом, тоже отдельный раздел, то есть сегодня там решили проблему, человек переплачивал 20%, его банк взимал комиссию, в итоге теперь переплаты нет, точно такая же оплата, как в игре, то есть по стоимости наборов в игре. В отдельном разделе вы можете купить, продать аккаунт, соответственно, разместить объявление через нашего партнера. В закрепленном сообщении там наша партнерская платформа, вот, в группу ВКонтакте здесь. Переходите, на 100 участников будет тоже розыгрыш аккаунта бесплатно. Также здесь хотел сказать, что у нас надежный гарант, то есть является мой хороший друг, поэтому здесь все безопасно, ваши деньги в полной безопасности. Пожалуйста, вот там также можете ознакомиться с отзывами. Здесь отправляйте свои видео. В нетворкинге вы ищете людей на соседних серверах, например, перед новым сезоном, там классный раздел, или можете поиск по тексту и найти там интересующий вас сервер и написать тому человеку. И новый старт, если вы хотите заново начать игру. А теперь переходим к второй части видео. Пожалуйста, значит, подписывайтесь, вступайте в наш телеграм-чат, называется RIP S33. Ссылка на чат в описании к видео. Ребята, убедительная просьба перед просмотром видео посмотреть первую часть, там я разобрал новые VIP-пакеты, вот нам сегодня только добавили заново, все можно будет покупать, но я советую вам покупать только во время события на пополнение, то есть сейчас нет смысла пока, только если у вас БО, например, 4 звезды, и вы хотите 6 звезд ее сделать, то вот купить VIP 3 и VIP 4, в итоге это выйдет 2500 рублей, где-то так. Самым главным нововведением, давайте сейчас рассмотрим, это у нас стало сундучки с каждых портов. Смотрите, как посмотреть, где вы не забрали сундук. Значит, в итоге вот они везде, вот, это вам такая подсказка, по карте вы будете смотреть, где сундуки эти, нужно будет везде плавать и забирать. Там, кстати, неплохие бонусы, то есть там и изумруды есть, и все по-разному. Вот смотрите, забираем, нажимаем сюда, вот видите, например, 100 изумрудов, ускорение дают. И так вот теперь по всем портам будем плавать, у вас есть время как раз-таки, если вы уже заканчивается у вас второй сезон, у нас теперь еще есть 2 дня и 10 часов поплавать и собрать. С каждого острова свой бонус, то есть там очки гильдии, там изумруды, ускорения. Ну, здесь вот, смотрите, можно фильтр сделать, и вот это вот теперь пишет так, исследовать, видите, исследовать. И вот, ну вот подгружается 100% все, и вы можете так, видите, вот сундучки сбоку, видите, лежат. То есть нужно теперь по всем портам сейчас, по всем время найти, сплавать, собрать полным-полно себе ускоров и, возможно, даже качнуть корабль на новый уровень с этих ускоров. Смотрите, как сделали. Видите, здесь просто фильтр ставим и все. Я как раз смотрю, вроде у меня все исследовано везде. Полным-полно в итоге ускоров вы соберете там. Без сомнения, это того стоит. Дальше, что они добавили, это вот тут подробности второго сезона, то есть что вам, как бы такой краткий обзор, какие герои будут добавлены, какие артефакты. Вот так вот можете потом изучать, переходить сюда, смотреть. Ну, по сути, то же самое, вот постройки корабля, какие корабли, вот эти артефакты. Вот, лимит уровня деталей корабля повышен, это понятно. Новые вызовы, специализации, новые гильдии. Престиж союза, то вот это все, как бы все, что было добавлено. Дальше еще очень классная вещь, это календарь призыва, то есть теперь мы можем видеть, соответственно, здесь подгрузилось старое, за январь еще, и текущее, и будущее. Вот можем видеть, что сейчас у нас аж до 5 марта все одно и то же, ничего нового. Надеюсь, то здесь показывает правильно, то есть еще мы будем, наверное, не будем пока в третьем сезоне, раз не появились здесь новые герои. Походу мы еще будем до 5 марта находиться на карте первого сезона. Вот такое нововведение. Дальше.
предложение, кстати, БО теперь здесь стоит, вот, смотрите, VIP-13 БО стоила $75 раньше, вот здесь она была. То есть теперь видно, здесь он стоит как раз-таки 75, Магнус. Теперь БО на VIP7 открывается, вы можете купить 7 этих фрагментов ее. Но не забывайте, что прокачка с 8 звезд и выше стоит 75 БО, то есть вам не хватит одной БО, это 50 ее частей. Видно, здесь сделано так, чтобы ее докачать до 12 звезд, покупать не одну БО, а две, потому что жетоны вы не сможете на нее обменять. Вот посмотрите, героев, на какие можно поменять жетоны, то есть, соответственно, БО здесь нет, и Магнуса здесь нет. Они как бы VIP-герои, поэтому не получится у вас. Дальше что? Это вот сундуки, здесь, смотрите, давайте попробуем, хотя не знаю, откуда они взялись, у меня здесь не было сундуков, и они откуда-то появились после обновления. Любое сейчас что-нибудь выберем, вернусь с корабля. И вот что у них появилось, смотрите. Вы можете видеть сразу же показатели, которые у вас будут, откроются. Вот смотрите, на 5 уровне атака, пробитие на 10 и на 15 крит урон. Также вот флаги Союза, вот так теперь они выглядят, видите, появилось здесь то же самое, то есть все, что было у них в анонсе, вот сказано. То, что R4, R5 могут эти флаги Союза устанавливать в любом из фортов Союза или занятых портов, вот видите. Ну и теперь можно размещать только в зоне, которая примыкает к территории Союза. Пушка, случайные характеристики. Так, вот это что такое интересно. То есть там все отображалось, а здесь знаки вопроса появились. Пушка. Базовый урон. Вот это вот что? Это новинка. Такого не было. Базовый урон. Интересно. Давайте мы сейчас попробуем это качнуть. Что здесь будет происходить? Урон от орудий открывается, который нам нафиг не нужен. Дальше что? И заметьте, прокачка теперь идет плюс 5 уровней сразу. Броня и иммунитет к крит урону. То есть какая-то ерунда. То есть один и тот же навык не качается, видите? Вот еще, к примеру, смотрите, я поделился здесь. То есть открыл сундук, который был на складе. Вот крит урон, атака есть и еще крит урон внизу. То есть интересно посмотреть, как теперь будет это идти прокачка. Итак, атака появляется. Дальше. Пробитие и крит урон 10. То есть в итоге у нас крит урон вот так вот выходит 60%. То есть эта деталь будет лучше, чем была. Смотрите, если мы сейчас посмотрим здесь вот, да. Крит урон тут 50... нет, тут вот так вот. 50 и 58,7, но есть еще атака. А в этой детали атака у нас 4%, нам не повезло с атакой. То есть, по сути, получается у вас максимальный, наверное, сразу идет прокачка максимальная показателя, видите? Без рандома на конкретный показатель сразу 10% максимальное значение. Еще важным нововведением является переработка крафта кораблей. То есть теперь, по имеющейся информации, за получение синего корабля вы будете получать плюс 15% к шкале вот справа, счастливые значения. При крафте фиолетового корабля вы будете получать плюс 5%. И вот теперь здесь написано, что, если нажать на это счастливое значение, за каждый построенный корабль счастливое значение будет повышаться на определенный процент. Я вот сказал 15,5. Когда он достигнет 100%, при следующей постройке гарантирован легендарный корабль. Вот это вот здорово. Это можно будет использовать при крафте в 3-м сезоне легендарного корабля на урон от орудий. По поводу деталей еще дополнение. Смотрите, во-первых, у вас хорошо, если были накоплены купоны удвоения. Сейчас я побью монстра и вам покажу, что выпадет с него. То есть, смотрите теперь. У каждой детали свой уровень. То есть, вам может выпасть деталь 1 уровня, может выпасть деталь 7 уровня, 10, там, 20. И, соответственно, у вас здесь вот что. Если нажать на деталь, получи случайную деталь корабля. Вот так вот теперь. То есть, любой набор может здесь попасться. И вот давайте рассмотрим, то есть, вот детали корабля. Сейчас то, что у нас есть, то есть нам тогда падали детальки сразу 25 уровня или 18, да, максимального. То есть вот, других вариантов не было. 25 уровень, 18, 25 и так далее. А теперь вот я сейчас специально побью монстра для вас. Итак, ребят, я в соло убил монстра. Давайте посмотрим, что нам выпало. То есть вот судовой руль так пишет здесь. Давайте вот я это собираю и смотрим. Требуется корабль 21, например, да? 2 раза здесь 21. Здесь тоже 21. Да, ну, пока радует. То есть видно, от уровня монстров зависит деталь, которая здесь падает. Хотя они пишут, что там случайная деталь. Смотрите, значит, тут что у нас? 2 пушки одинаковые. Тут броня, ОЗ, броня, крит урон. Значит, не идеальный штурвал. А вот по поводу пушки, интересно, ну давайте посмотрим, что нам еще выпадет. То есть вот мы видели, по жетону нам 3 части упало. Пушки вообще одинаковые, смотрите. То есть атака, пробитие, шанс крита.
атака. Опять 21, ага. И тут иммунитет к крит урону 21 уровень. Атака, броня, ОЗ, броня, крит урон, тоже 21. И ОЗ 21. То есть эта деталька мне не нужна сразу же. Это можно посмотреть. Давайте, кстати, посмотрим. Раз он на атаку, мне пригодится потом на 5-й кораблик. ОЗ, то есть обратите внимание, здесь получается максимальные значения. То есть ОЗ 5%, броня 5%, крит урон, наверное, 10, да? А, нет, 12,5. Вот атака 25. Ну, неплохо, пусть у меня он будет на будущее, да? У меня вот что волнует, то есть получается, как это происходит прокачка. Нам для этого нужно прокачать одну деталь на плюс 15 и посмотреть, и сравнить. Видите, идет как 20, 5, 5, шанс крита 6, 25. Теперь я смотрю точно такую же пушку на стратегический урон, и мы сравниваем, как именно она у нас качнется. Вот, смотрите. 5, как там было тогда. 5 и 6,25. То есть теперь одна и та же идет прокачка. Ничего, разницы никакой нету. Поэтому я оставляю свои старые детали. Вот, мне не очень нравится эта система. Потому что, видите, здесь, что, ну, по сути, одно и то же. И этот рандом исчез. А рандом может быть очень классным. Атака может качнуться, например, 5 раз у вас там. Вот ОЗ качнулась 3 раза подряд. И вот эта деталь, конечно, она выигрывает здесь. Атака чуть приседает, но ничего страшного, но УЗ как 15% крит урон дает. А на этих новых пушках это... на этих вот этих пушек новых, видите, этого нету здесь. Вот. То есть одно и то же. Одно и то же. Ну и в завершение давайте еще, вот нам сейчас монстр упала пушка, Мстительная Королева. И давайте мы еще потратим золото, хотя нам сейчас нужно на прокачку флагмана. Я вам покажу, значит, смотрите, атака. Все значения, получается, будут одинаковые здесь на этих пушках, видите? Шанс крита 5, 6, 25. То есть механически вот это одно и то же. Атака, да, в целом повыше, но здесь появляется 2 пробития везде и шанс крита в конце. Теперь я сравниваю, значит, мою любимую пушку, вот эту вот. Пушка старая. То есть здесь 3 атаки, крит урон, бонус к лечению. Теперь, что они... Я вот только что выбил, значит, Мстительную Королеву, и вот она у меня есть. Давайте я для сравнения поставлю. То есть вот атака здесь будет... Уже, получается, моя лучшая атака, да еще и 6% моя дает. К той. Видите? 281 плюс 32. Уже 313 уже выше абсолютное значение. Еще у нас идет прибавка 6%. Крит урон еще есть 13%. А здесь что? Да ничего здесь нет. 5% атака и шанс крита. Нет только шанса крита, возможно, из-за шанса крита нижнего значения, ну да, бонус включения он здесь является лишним, как бы, для этой пушки, поэтому она показывает чуть-чуть слабее. Но я, конечно же, выберу эту пушку, потому что здесь есть крит урон. Пробитие мне здесь не нужно. А игра мне предлагает на всех пушках делать пробитие, видите? То есть это будет на любой пушке Мстительной Королевы. Вот в чем дело. Также, смотрите, еще добавили вот эту вот иконочку домой, типа домик, и тут вот можно ставить ваш статус, там что-то о себе писать, вот тут вот, видите, здесь вот. Дальше здесь показывается ваш уровень корабля, ваши трофеи, союз и ваш рейтинг в арене и в битве кораблей. То есть я везде топ-1, здесь так вот и как раз-таки отображается вот это вот. Если посмотреть на какого-нибудь игрока, допустим, с мирового чата, мне интересно, что будет там отображаться. То есть вот у нас есть чат Сесоны, да, смотрим. Да, вот абсолютно то же самое. То есть здесь вы можете видеть статус другого игрока, его рейтинг, трофей. Здорово, очень интересно. Также, ребят, если вы находитесь во втором сезоне, то кроме всех портов второго сезона, такой вот подарочек, те же самые сундуки вам доступны еще и в первом сезоне. Поэтому потом через портал перейдите и найдите время все вот эти вот, сколько здесь, 100 портов, я не знаю, полным-полно. То же самое собрать и в первом сезоне. Также было добавлено быстрое исследование островов. То есть, если вам лень вручную все делать, там квесты выполнять, то вы просто тратите на 2 компаса больше и сразу же мгновенно исследуете нужный вам остров. Ну, в принципе, у вас потом все равно будет некуда девать эти компасы, и поэтому, если вы никуда не спешите, вы можете так, конечно, делать, но мой совет все-таки вручную, потому что вы так откроете в итоге больше островов, и у вас будет больше преимуществ по сравнению с другими игроками. Ну, не знаю, кто это использует, пусть будет такое нововведение, типа за 3 компаса мгновенное открытие. Также, если мы рассматриваем 3-й сезон, то пока это только в 3-м сезоне, это новая такая вот, как бы уникальный товар Союза, который вам, видите, в 2 раза ценнее, чем обычный там синий товар. Конечно, торгуя таким товаром, вы будете зарабатывать гораздо больше золота. То есть, вот, смотрите, за 8 часов там сразу 2 миллиона, но это еще дистанция большая, там нужно будет смотреть уже в 3-м сезоне, искать самые крутые маршруты, но вот сам факт, прикольно сделали, здорово, мне нравится.
И вот так вот это выглядит в порту. То есть вот еще, видите, есть уникальный другой товар Союза, банан, например. И он тоже стоит 1200 золота, он здесь цвета как раз золотого, типа легендарный товар. А это синий, это самое плохое. Дальше еще нововведение такое, что наконец-то нам дополнительный приток опыта героев, это именно с исследования островов. Книги опыта будут во втором уже сезоне добавили, и вот в третьем тоже, то есть это новая валюта картографа и книги опыта. Дальше это вот теперь что позволит донатерам это обновление, это сразу же качнуть БО на максимальное количество, потому что на VIP 7 у вас открывается 7 частей БО, 5000 рублей одна часть. Вот, но после 8 звезд у вас прокачка занимает 75. То есть частей нужно БО, чтобы качнуть. Поэтому вот игра вам говорит, купите все, что там есть в магазине, полно денег вложите, тогда будет вам БО 12 звезд. Ну, так вот для совсем топ-донатеров такая тема. Дальше еще смотрите, что значит, в некоторых сезонах, в основном это конец первого сезона, то есть опять это выборочно сделано, вы можете получить Танаку абсолютно бесплатно, просто выполнив квесты. То есть там поручение выполнить, еще одно поручение, знаете, как сюжетное задание. И вот даже ракушку получите, и в итоге вы получите Танаку. Ну вот, к примеру, например, вот видите, 110 сервер здесь человек написал. Задание быстро выполняется, но есть таймер. Видите, 8 часов между заданиями, например. И в итоге уже есть люди, которые прошли и получили здесь Танаку. Вот, на полный экран, то есть вот это вот так выглядит. Это вы когда заходите в информацию о сезоне, где у вас там Великая Одиссея, сезонные награды, пожалуйста, посмотрите, если вы в первом сезоне, и первый сезон подходит к концу. Возможно, это у вас будет добавлено перед вторым сезоном, видите, вот так вот. И вот это называется сага. Здесь нужно будет выполнить все задания, чтобы в итоге получить Танаку, и вот так это будет выглядеть. Вот просто вы меняете, сразу у вас есть Танака, топовый герой второго сезона. Это тоже классная плюшка, респект разработчикам, молодцы. Эта плюшка классная, и вот то, что теперь гарантированно золотой кораблик. Если вы, например, 7 синих скрафтите, у вас будет как раз-таки 100%, вы получите гарантированно легендарный корабль. Если, ребята, рассматриваем мы новые вот введения флаг Союза, то, в принципе, это было сделано для того, чтобы один и тот же какой-то мощный донатный союз не собрал награды со всей карты. Раньше они как делали? Они ставили бастион у каждого порта и собирали награды за первый захват. А теперь, чтобы они смогли захватить порт, они должны тянуть свою территорию, то есть вот от одного флага тянут бастионы к другому порту потихонечку, вот, например, к этому, да, и, соответственно, флаг ставят они теперь сюда, на этот порт, а этот флаг исчезает, и получается, что можно захватывать, одновременно нельзя захватывать все порты, а по очереди. Вот для этого и было сделано это нововведение. С одной стороны, это плохо для тех, кто находится в крутом союзе, а с другой стороны, это хорошо для тех, кто находится в слабом союзе. Также было добавлено в старый магазин, у нас там у активных игроков больше 20 тысяч еще осталось валюты первого сезона. Ну вот, наконец-то они там что-то придумали, добавили 9 сундуков, но, чтобы вы думали, здесь, конечно же, рандом и детали все 18 уровня или меньше. То есть 25 вы отсюда не выбьете, вам упадет, например, сейчас я прям сразу вам покажу, что здесь у меня выпало. Смотрите. Так, фиол, легенда, но это все ерунда, то есть это все детали, они слабенькие. 8 уровня, вот вы можете внизу, 9 уровень падает, смотрите, 9, то есть полная ерунда для того, только все на разбор пойдет. 8 уровень, короче, уровень того корабля, который у вас был в первом сезоне, 8, 10, 9, то есть бесполезная фигня. Далее они поменяли внешний вид, вот теперь вот так вот выглядит сундучок, то есть раньше он по-другому выглядел, сейчас вот такое, в таком виде. Что еще они изменили, это... Значит, убрали отсюда сундук со снаряжением. То есть раньше можно было за 10 тысяч купить сундук 18 уровня и за 12 тысяч купить сундук 25, а теперь вообще этого нет. Ну, кстати, вот вам не будет хватать валюты Союза, если вы будете как нужно покупать ускорения здесь и трубки, золотые и эпические. Поэтому, может быть, и хорошо, что они убрали. Также еще добавили в магазин флаги гильдии. Вы можете теперь рисунок своего флага поменять, если вам нужно, на герб одной из гильдий. И вот в конце видео вот такой вам подарочек. Я совершенно случайно заметил. Смотрите, мы открываем любой порт и нажимаем на эту стрелочку. И вот этот сундучок мы можем взять, не исследуя все порты, не плавая по всей карте, не тратя свое драгоценное время. Вот так вот. Вы просто проходитесь по всем портам и то же самое делаете для первого сезона. Нажимаете на эту стрелочку и все. И будет вам счастье. Ребят, на этой позитивной ноте
давайте мы с вами закончим обзор обновления. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, вступайте в наш телеграм-чат, скоро розыгрыш, вся полезная информация там. Ждем, можете писать мне в личные сообщения, задавать любые вопросы. Я с радостью вам помогу. О, один порт я, оказывается, пропустил. Отлично, его я помечу. Всем пока, ребят!